Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня для вас еще одно видео о Дрездене, и мы с вами побываем в двух музеях Альбертинум и Зеленые своды. С музеем Альбертинум мы ознакомимся вкратце, а на музее Зеленые своды я остановлюсь более детально. Начнем с музея Альбертинум, в который нам удалось попасть благодаря удачным обстоятельствам бесплатно. Его легко можно найти, пройдя по набережной до памятника Людовику Рихтеру. Интересно, что изначально здание использовалось для хранения оружия, но в конце XIX века архитектором Карлом Адольфом Канцлером здание было перестроено в музей и названо в честь короля Альберта. Сейчас это музей изобразительного искусства, который содержит всем известную галерею новых мастеров и собрание скульптуры. Галерея новых мастеров получила свою известность благодаря собранию работ эпохи романтизма и насчитывает 2500 картин. Экспозиция начинается с главного представителя немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха. Также здесь представлены и другие художники этой эпохи – Карл Густав Карус, Людвиг Рихтер и другие художники. За ними следуют известные французские и немецкие импрессионисты – Клод Мане, Эдгар Дега, Макс Либерман. Как и большинство зданий Дрездена, музей Альбертинум пострадал во время войны, но был восстановлен одним из первых. Во время же наводнения на Эльбе в 2002 году вода проникла в подземные хранилища, и зданию снова потребовалась реконструкция. И еще хочу добавить, что для более детального ознакомления с музеем необходимо больше времени. Музей «Зеленые своды» находится в самом центре исторической части Дрездена. Музей располагает богатейшей коллекцией сокровищ саксонских правителей веттинов, а благодаря Курфюрсту Августу Сильному эта коллекция стала одной из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Грюнес Гевельбе – так звучит название музея на немецком. И это название музей получил в честь малахитово-зеленых колонн в зале драгоценностей. Нужно сказать, что коллекция демонстрируется в двух постоянных экспозициях – исторических зеленых сводах и новых зеленых сводах. Мы побывали в музее «Новые зеленые своды». Стоимость входа 14 евро. Чтобы попасть в исторические зеленые своды, необходимо приобрести билет заранее. Экспозиция новых зеленых сводов разместилась на 2000 метров квадратных второго этажа. Здесь представлены 110 объектов ювелирного искусства. Одна из комнат – кабинет миниатюр, где самый известный экспонат – вишневая косточка, на которой нанесено 185 изображений человеческих лиц. Сейчас вы этот экспонат видите на экране. Комната курфюрстов представляет произведение искусства первой половины XVII века. Особой гордостью является чаша из слоновой кости «Нептун, несущий большой фрегат». И еще одной особой художественной ценностью являются изделия придворного ювелира Иоганна Мельхиора Динглингера. Из его знаменитых работ «Дворцовый прием в Дели в день рождения великого могола Аурангзеба». Мастер никогда не был в Дели, поэтому произведение создавалось исключительно на основе литературных источников.
Нужно добавить, что композицию украшают 5223 бриллианта, а также рубины, изумруды, жемчужины и сапфиры. Этот шедевр обошелся саксонскому курфюрсту очень дорого. По тем временам это был годовой доход 1000 чиновников. Еще одну работу знаменитого ювелира вы видите на экране – это золотой кофейный сервиз. Уникальнейший экспонат музея – дрезденский зеленый бриллиант в 41 карат, один из самых крупных бриллиантов в мире. Бриллиант был приобретен уже сыном Августа Сильного. Ювелиры поместили зеленый бриллиант вместе с 2 белыми в украшение для шляпного гарнитура курфюрста. В таком обрамлении камень и дошел до наших дней. Как вы успели заметить, все экспонаты находятся под стеклами и сигнализацией. Однако это не помешало преступной группировке 25 ноября 2019 года похитить драгоценностей на 1 миллиард евро. Организовали кражу 5 участников преступной группировки. Им удалось устроить ложный пожар, отключить сигнализацию, влезть в окно и вынести 21 предмет ценнейших экспонатов. Однако им не удалось до конца реализовать свой дерзкий план. Уже через несколько месяцев преступники были арестованы в Берлине. В ходе следствия 18 драгоценностей были возвращены, хотя предметы оказались частично поврежденными. Вот такая детективная история о любителях драгоценностей. Сейчас все они приговорены к лишению свободы и отбывают сроки наказания. Кроме комнат с драгоценностями, можно было посетить еще и другие залы. Турецкий зал, оружейная палата, зал исторического костюма, монетный зал для любителей нумизматики, а также другие не менее интересные залы, которые были открыты для просмотра. Лично мне очень понравился зал оружия и рыцарских доспехов. Я была удивлена тому многообразию рыцарских доспехов, представленных в этой экспозиции. Здесь я увидела доспехи не только для взрослых, но и для детей. Экспонаты выглядят впечатляюще и празднично, мне кажется, благодаря перьям. И, конечно же, глядя на эти экспонаты, вспоминаешь известные фильмы о доблестном рыцаре Айвенго. И еще хочу добавить несколько интересных фактов о музее. В период Второй мировой войны, после бомбардировки Дрездена, из 9 залов было разрушено 3. Экспонаты в это время хранились в крепости Кёнигштайн. В конце войны сокровища были вывезены в СССР, и только в 1958 году их вернули Германии. До 2004 года коллекция находилась в музее Альбертинум, с которым вы ознакомились в начале видео. Только после реконструкции 10 залов коллекцию вернули во дворец-резиденцию. И сейчас эту коллекцию можно посмотреть всем желающим. Музей действительно очень шикарный, поэтому я бы советовала его посетить всем, кто приезжает в Дрезден. И мы будем заканчивать нашу интересную экскурсию по музею «Зеленые своды» и Альбертинум. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал.
Пишите комментарии под видео, что вам понравилось, что впечатлило, какие были эмоции. Буду очень благодарна. С вами была Светлана. До новых встреч на моем канале.